Приветствую всех, друзья! С вами на связи Алехандро. Мира вам и вашему миру. Сегодня я предлагаю вашему вниманию общий расклад Таро для мужчин и для женщин. События ближайшего будущего. Мы с вами посмотрим Таро прогноз на ближайшие дни, недели, месяц. Для кого-то, допустим, это может быть на сентябрь прогноз, для кого-то это может быть на осень. Ну а для кого-то мы посмотрим те тенденции, которые важно предусмотреть или на них нужно обратить внимание в вашей ситуации и в вашей реальности, и может быть как-то подкорректировать. Может быть у вас есть какие-то предчувствия, вы получаете какие-то знаки судьбы, которые фонят в вашей реальности, и вы не понимаете, что это такое, но нужно уже как-то понимать, что это такое наконец-то, да? Давайте посмотрим вашу ситуацию, что происходит. Ну, вам нужно двигаться, ехать по делам, развивать свой бизнес, продолжать свой бизнес. Вы человек такой или очень занятый, или постоянно ездите куда-то, да, постоянно двигаетесь. Вообще, вам нужно что-то или продать, или предложить, или отправиться в путешествие по делам и бизнесу. Ну, как минимум, ваш финансовый поток, ну, нужно, чтобы он начал двигаться хотя бы, да, вот так вот. Или вы хотите, чтобы у вас было вот побольше денег или побольше успеха, что ли, да, вот побольше успеха в движении, почему-то мне такое идет, да. И я вам так скажу, лето у вас уже упущено, то есть летом нужно было бы активнее, и вы как бы летом не успели еще, но может быть еще осенью и успеете. Вообще это летняя карта, да, вот именно. Давайте смотреть дальше. Может, вам важно что-то продать в ближайшее время. Или съездить за покупкой какой-то, да. Так, также в вашем фоне или в вашей реальности есть мужчина или женщина, с которой бы нужно было бы встретиться. Может, у вас даже и будет какая-то поездка, но она будет связана с делами, но вы еще по ходу и параллельно, да, встретитесь с каким-то мужчиной, женщиной. Кстати, мужчина здесь в погонах, а женщина в бальном платье, да, что ли так. Ну, здесь есть неожиданное проявление внимания и приятная встреча. Может, кто-то вам в дороге предлагает что-то, предложит что-то, и на вас обратят внимание, да, и может быть вы с кем-то сейчас встречаетесь и нужно ехать навстречу к кому-то, да. Вот прислушайтесь к этому месседжу и загадайте желание, чтобы ваша поездка и ваша встреча прошли по наилучшему сценарию. Как раз вам 10 часов. А 10 это колесо фортуни. Пусть, як кажуть, хай вам щастить. Вот так краще буде. Хорошо, есть у вас с кем-то, может, вы встречаетесь. Давайте дальше. Здесь вот для женщины есть очень важная поездка. Важная встреча и важный мужчина. Вот в этом вашей ситуации это играет большую роль. И вам нельзя пропустить эту поездку, эту встречу, потому что вы уже как бы раз летом не успели, то вот осенью вам точно нельзя не успеть, да? Вы летом, давайте так скажем, вы летом опоздали, а осенью вам нельзя не успеть. Вот, услышьте вот этот вот момент. Ну окей, давайте дальше смотреть. И я вам так скажу, у вас
есть верный друг. Возможно, вас встреча ждет с верным другом. И вас ждет встреча с мужчиной, который готов быть в браке. У него есть свой успешный бизнес, скорее всего. Или этот мужчина достаточно успешен в карьере. Вот так вот. Король трефовый. Возможно, у вас, как у женщины, есть отношения с королем трефовым. А возможно, вы, как мужчина, ищете встречи и в пути, может быть, уже повстречали какую-то женщину или вот-вот повстречаете. Дальше. У вас есть тут еще дела семейные. На кону может быть свадьба, решение вопросов с семьей, с мужем и с женой. Вот так вот. Серьезные вопросы. Причем это могут быть серьезные вопросы просто отношений там любовного характера, а также финансового характера и даже бизнеса. Да, вот так вот. Давайте дальше посмотрим. Как минимум, какая-то женщина на пути к встрече серьезного мужчины, выяснения с ним отношений даже. Ну, в хорошем смысле слова. Ну и тут опять шестерка. Здесь вот с одной стороны есть деловая дорога, а с другой стороны рабочая такая дорога, рабочее путешествие. И с одной стороны есть командировка, а с другой стороны есть необходимая вынужденная поездка. И вот смотрите, это карта летняя, а это карта осенняя. То есть смотрите, то, что я сказал, вы где-то осенью не успели, точнее опоздали, а осенью вам нельзя не успеть. И у вас осень хороший период для того, чтобы наладить отношения, именно наладить отношения. Укрепить отношения. Вот если вы летом не успели сыграть свадьбу и думаете, когда ее сыграть, вот лучше всего осенью сыграйте. Это, ну, такой период, но это надолго, давайте так скажем, да. Не на 1 год будет. Ну и как минимум в вашем фоне очень хорошие карты, все выпали, такое редко бывает прям, где есть хорошая возможность укрепить свое финансовое состояние, продать или купить имущество, наладить отношения с мужчиной и женщиной, встретиться с важным человеком, укрепить свой статус как мужчины и, ну, укрепиться с мужчиной вообще. Если вы женщина, а как мужчина он может укрепить вообще все свои сферы жизни. У трефового короля, если вот особенно вы человек огня, лев, особенно лев, овен и стрелец, у вас очень хороший фон как в отношениях, в личной жизни, так в делах и в работе, и в карьере. Ну и смотрите, если вы женщина, на вашу работу, карьеру, бизнес, дела очень сильно влияет отношения с мужчиной. Вот часто ко мне, когда обращаются, то смотрят несколько вопросов, и там сперва отношения, а потом работа, или или бизнес, да, или наоборот, сперва бизнес, потом работа. И как правило, часто зависит, там бизнес зависит сперва от отношений, а отношения наоборот от самореализации, от работы, да, от бизнеса. То вот здесь вот прямо идеальная картина стабилизировать, знаете, как шансы именно на осень стабилизировать ситуацию. Давайте посмотрим, что сулит вам деловая дорога, бизнес, продажи, ну и вообще конец лета, именно вот как финал окончания лета. Ой, то, что я говорил, упущенные возможности вы не успели. Или, точнее, опоздали. Еще раз, посмотрите, не успеть и опоздать — это разные вещи. Если ты опаздываешь, то ты еще успеваешь, а если ты не успеваешь, то ты уже не опаздываешь, да. То есть, смотрите, конец лета как бы у вас не очень. Ну, как минимум, возможно, вы в течение лета с кем-то расстались, где-то попрощались, да, разорвали отношения, не нашли компромисса. Может быть, у вас были неуспехи в
тех делах, которые были, да, или там даже не сдали экзамен, да, или там, к примеру, да, или бросили там учебу, работу, или не могли закончить то, что нужно было закончить, да. То есть конец лета не очень пока что у вас успешный как таковой. Если вы рассчитываете еще как бы в первые там дни, условно говоря, сентября или там первую декаду сентября что-то там улучшить, ну вряд ли у вас что-то получится, уже как бы, ну, опоздали вы, да. Хорошо. Приятная встреча и близость, неожиданное проявление влияния, оно для вас от кого идет или как оно будет проявляться? Это для вас, во-первых, не просто отношения, это еще вам сулит успех финансовый в перспективе, да, это, ну, как знак свыше, что ли, или это знак, вот эта вот встреча, эта близость, это, ну, как бы первые ласточки серьезных хороших перемен. Вы, может быть, почувствуете вот в ближайшее время первые чувства на сближение. То есть это или на улучшение отношений, или вообще вы будете понимать, что это, что это ваш человек, ваш мужчина, ваша женщина. И вы, может быть, ну, будет какая-то небольшая прибыль сперва, да, допустим, финансовая, вот таким вот образом. Но это открывает вам перспективы. Мало того, это еще и у вас пойдут первые клиенты осенью. Вот, имейте это в виду. Тоже очень хорошая карта на улучшение, да, вот клиентуры. Бубновые карты идут. Да, может быть, не так жирно, да, как летом вы планировали. Вот летом вы еще планировали, видите, такой жирненький такой прибыль, да. Но она будет немножко меньше, но уже будет. Но она пойдет. То есть появится какой-то поток, да, вот чувств, денег. Вот материальный мир будет давать и финансы, да, и прибыль, и приток чувств. Вот семерка чувств. Окей. Ну давайте, а что там с вашим главным мужчиной? Или что главное у короля трифового? Или чего ждать от трифового короля? Или чего ждать трифовому королю? Трифовому королю чего ждать? Трифовому королю нужно быть на высоте. Трифового короля ждут достижения, успехи. Успехи в делах, в бизнесе, в карьере, в продажах. Повышение в должности. Признание, слава, вы можете прославиться, и вы можете оказаться в центре внимания. И смотрите, женщины, если гадают на трифового короля, это важный для вас человек, которому вы можете вдруг резко приревновать. Имейте это в виду. То есть ваша ревность, она может бить ключом из вашего, давайте так, эго, да, ну и бить вам по голове, кстати, будьте осторожны, тут, ну, ревность такое чувство не очень хорошее, ну, иногда оно помогает оживить что-то в себе или в партнере, но, в принципе, это не очень, не есть good, не дуже доброе, кажется, так. Хорошо. Что с вашей свадьбой в перспективе? Давайте посмотрим. Мужчина для вас важен, женщина тоже как бы подающая надежды. И мужчины, кстати, с этой женщиной у вас будет успех и прибыль. Имейте в виду. О которой вы сейчас подумали. С той женщиной, о которой вы подумали. Так, ну смотрите. Вас ждут хлопоты. Но вот это все-таки отношения, свадьба, да, вот какой-то такой союз. Но на ваши вот эти вот дела амурные, семейные будет очень сильно влиять работа, бизнес, карьера. Это раз. И вас ждет неожиданное какое-то предложение в работе и в карьере. И вам нужно будет совмещать решение вопросов в отношениях и решение вопросов с работой, бизнесом, карьерой.
так скажу, что если вы каким-то образом вдруг отложите свадьбу, например, или семейные дела вдруг по каким-то образом, по какой-то причине, и в приоритете будет бизнес, карьера, работа, то это будет лучше, нежели вы отложите бизнес, карьеру, работу, потому что здесь все трефы, да, а здесь отношения. Прямо у вас знаете, вам придется выбирать между отношениями и успехом в ближайшее время. Так вот, карты вам советуют прислушаться, да, к успеху. То есть просто объяснить своему любимому человеку, мужу, жене, парню, девушке, мужчине, женщине, что мне сейчас важно, чтобы ты понимал или понимала, что мне нужно это завершить, и потом мы это все обустроим, я не знаю, или поженимся, повенчаемся, или поедем в свадебное путешествие, или условно говоря, переклеим обои, или купим квартиру и дом, понимаете, да, или автомобиль, да, для полного счастья, понимаете. То есть вам нужно будет в ближайшее время договариваться с партнером и объяснять, что есть те или иные факторы объективные, может быть, они и субъективные, то есть вам нужно будет вдвоем это, да, что я пока это мне нужно переложить, да, или в течение осени решить все свои дела по работе, по бизнесу, да, или по продаже имущества, или поездки в командировку, и потом я приеду, и мы с тобой, ты и я, отправимся, да, куда-то, или сделаем то, что хотели. И смотрите, в работе очень большой успех. И давайте посмотрим. У вас все-таки еще рабочая, эта поездка. Вот она. И, командировка. Причем она будет, скорее всего, вечерняя. Вечером поедете куда-то. Вечерним поездом, да, или вечерним такси. Так, неожиданно, во-первых, поедете. И смотрите, эта поездка, с большой вероятностью очень рискованная и неуспешная. Видите как? Поэтому эта карта, она говорит, что вам нужно так подготовиться к этим делам своим, что отношения у вас будут, вынуждены будут на второй план, чтобы не проиграть, потому что десятка пиковая одна из самых плохих карт в этой колоде, и вообще это десятка мечей. По сути, эта поездка может быть обречена на провал, если вы не подготовитесь хорошо к ней. Здесь и неудачи, и коварство, и поэтому в поездке, когда поедете, старайтесь пристегиваться, не быстро ехать, не рисковать допустим, в какие-то экстремальные погодные условия, не делать ничего от отчаяния и не допускать в своих мыслях ничего плохого. То есть не думать о плохом, думать о хорошем. Да? В крайнем случае, перенесите на день, на два, да, допустим, эту поездку, потому что карта очень плохая, к сожалению, выпадает. Да? Как-то так. Давайте посмотрим теперь, что уходит из вашей жизни, да, в ближайшее время. Что нужно отпустить или на что не стоит будет обращать внимание вам, или на кого. Они уходят у вас неприятные разговоры, конфликты, дисбаланс в отношениях. Уходят сплетники всякие, слезы, горе будет уходить. И вы, может быть, потеряете эту больную привязанность к кому-то, к тому человеку, которого вы ждете постоянно, да, он тянется. То есть жизнь будет более динамична, у вас уже, видите, движение. Поэтому, и возможно, место, к которому вы привязаны, и оно вам не очень подходит, например, работа, город, и так далее. В общем, в ближайшее время вы выходите на светлую полосу. Кстати, 8 мечей, то есть вы отвязываетесь от негатива и перестаете бояться. Что уходят? Страхи, зависимости, созависимости, переживания и... Вообще, давайте
все нечистое. Вот так вот. О, кстати, если вы движетесь от нечистого к чистому, то да, вам страшно, и да, там где-то у вас получается, не получается, но знаете, что вы на верном пути, у вас очень классные карты на движение, на успех. То есть на структуризацию позитивных слоев вашего нового мира вы нацелены правильно и идете верным путем. О, вот так вот. О. Палец вверх, сразу лайк и пишите: я согласен покинуть черную полосу, или я согласна, и наконец-то выйти из темноты мира, да, давайте там так скажем. Ну, по-разному у каждого, да. Кстати, что вы сейчас чувствуете, если я вас немножечко подкачал, поднял, приподнял, приобнял, вот так вот. Приобняв-то, прицелював. Да? Окей. Давайте посмотрим. Еще вопрос такой. Здесь вот еще есть документы какие-то, да, вот. И какие-то перспективы финансовые. Ну, давайте посмотрим. Вы знаете, очень успешно. То есть, во-первых, у вас могут быть какие-то разрешения в ближайшее время положительные. Это всегда карта дружественная. Чего-то такого, начинаний, каких-то чистых начинаний, честности какой-то. Вам пойдет информация нужная. И мало того, что у вас отношения налаживаются, да, и финансовый поток, у вас еще будет это вот честно все происходить, справедливо, и с документами, и с делами, и с деньгами. То есть действительно вы выходите на светлую полосу, и вам может помочь какой-то друг или подруга. Ну, тут вообще эта карта часто о студенте, об ученике каком-то, да, и вообще, если вы начнете в ближайшее время учиться или перейдете из одного обучения в другое, или из одного курса в другой, да, или из одной специальности в другую, это будет для вас хорошо. Или вы решите, что ну вот этот курс или мне эта учеба, она не подходит, мне лучше вот другому учиться. Да, вы правильно все сделаете. Ну и опять-таки прощение человеку, вот эта вот карта, она о прощении каком-то где-то и извлечении опыта из прошлых каких-то, может быть, неуспехов в отношениях. То есть вы помиритесь с кем-то парнем или с девушкой, или с мужчиной, женщиной, тут примирение. И будет какие-то знаки могут быть. Может быть, даже вам этот человек напишет в ближайшее время. И вы перестанете даже бояться этого. А когда перестанете бояться, вот он и начнет выходить с вами на связь. Этот человек. Окей, ну смотрите, тут прямо какая-то слава гремит. Прямо, слышите, слава гремит. Вячеслав есть? Вячеслав, Слава, да, правильно? Вячеслав. Вячеслав или Вечеслав. Вечеслав, да? Вече это собрание, Слав славное собрание. Вот оно, Вечеслав, да? Окей. Ну, почему-то так у меня пришло. Может быть, на В имя мужчины, может быть, на В имя женщины. Виктория тоже может быть. Валентина, Виктория, да, имен на В много, да? Виолетта. Так, ну смотрите, вы найдете работу по найму, я вас поздравляю. Работа будет, ну такая прям не фонтан, но и не отстой. Предложение вы получите такое тоже среднего характера, но будет куда расти дальше, да? И вы выходите на постепенное улучшение, рост, дальнейший рост. То есть у вас продолжается перспектива, развиваться эта перспектива в успехе, в делах. То есть еще будет куда расти. И вот эта карта говорит: большому кораблю большое плавание. То есть если вам встретится как женщине мужчина, то это перспективный мужчина. С ним надо дружить. Он для вас очень важен, этот мужчина. Вот. Всмотритесь в него, не знаю, чей образ вы видите здесь, кого вы видите здесь. Можете на паузу поставить и написать там
Вячеслав, я тебя вижу, я наблюдаю за тобой, да, ну, или там Владимир на В, да, или Валентин, или Вольдемар, там, не знаю, как, да, вашего зовут. На В, ну, не обязательно, да, или там на К, да, на К, там, Константин и так далее. В общем-то, смотрите, ваш успех, он перспективный, и вам нужно будет ставить перед собой задачи и новые проекты, которые будут перспективны. Связаны они с мужчиной, и помогать вам может быть какой-то друг, подруга, близкий человек. Ну, король трефовый иногда может говорить и об отце, но тут уже смотрите, отец может, как он вам будет помогать. Жив, хорошо. Если уже в другом мире, то, ну, силой духа будет вам помогать. Очень много мужской энергии в центре, а энергия мужская — это всегда успех, всегда творчество, всегда раскрытие потенциала. То есть, смотрите, действительно у вас осень, ну вот ближайший период времени, вот этот месяц, да, вот мы где-то, ну, берите, не обязательно осень, да, ну, все-таки здесь осень, здесь лето. Мы так и как раз и делаем расклад в начале сентября, но этот расклад, он работает в любое время, поэтому ближайший месяц, даже вот 3 месяца можете брать себе, да, квартал. Окей, хорошо, давайте посмотрим. Все-таки, вот я сказал, есть у вас отношения, есть рабочая какая-то суета. Что вам выбрать? Я посоветовал вам выбрать трефы. Смотрите, прям трефы, все вокруг. И если трефы не выберете, то потом плохо. Но опять-таки, если трефы не выберете, бизнес, работу, успех, деньги, то может быть плохо в отношениях. Да? Десятки, то есть переходной момент. Десятки, 3 десятки, треугольник десяток. Что вам все-таки выбирать и какой совет в этой сложной ситуации, где вы будете разрываться относительно долго, вам будет касаться, что это долго, 17, да, в сторону чего? Вам к умным или к красивым, да, как говорится, где умные — это работа, бизнес, деньги, а красивые — это отношения, да, вот так. Вы знаете, вам придется действительно разорваться. Вам и к умным, и красивым, да. Во-первых, это вестник какой-то, да, посыльный даже вот так. И давайте так скажем. Вы можете разрываться, но акцент сделайте на работу, бизнес, деньги. Все-таки. И вам вот в ближайшее время очень важно будет просто вот по вот этому студенту доходчиво объяснить своему там, мужу, жене, любимому, любовнику, вот какая стратегия у вас будет дальше. Потому что от этого зависит вообще результат. И там, и там. То есть вот как ни дивно, у вас здесь материя перемешана, чувства, отношения перемешаны с материей, с деньгами, с материальным миром. И важен вот этот баланс. Но вам будет так вести в деньгах, работе, ну, как бы в собственной самореализации, что отношения отойдут на второй план, и там может быть фиаско, братан, да, как говорится, вот так. Ну вот тогда надо это и не потерять, потому что 2 десятки — это как бы воскресенье или провал некий такой, да. Хорошо, и 16 тоже, оно дрожащая такая карта, да, комбинация на грани. Ну, то есть давайте, где вам повезет в ближайшем времени, все-таки в любви или в успехе, да, в реализации. А повезет вам все равно в любви. Наверное, знаете почему? Потому что тот человек, который будет рядом с вами в это время, когда вы будете форсировать свою самореализацию, очень сильно любит вас. Если вы в потоке или, ну, давайте так, это даже не сколько поток, это в круговерті, да, якщо ви в круговерті, круговерть — это тайфун, да, или как он, я уже не помню, как оно на русском. Если вы в этом не лабиринте, а окружении, давайте, да, в окружении событий не потеряете чувства и своего сердца, то любимый человек, подставив вам свое плечо, обязательно поможет вам в этом. И в конечном итоге
какими бы ни были непредсказуемые события в делах, в работе, в деньгах, и какие бы провалы вы вновь не получили случайно, да, там, помните о том, что именно любовь вас вытянет за волосы, как барона Мюнхгаузена из болота на коне. А в конечном итоге, как вы не крутите, да, вам придется обращаться к любимому человеку, любимой женщине или любимому мужчине. Любовь, чувство, желание обладать и желание любить. И весной у вас точно все получится, но эта карта не о весне, это карта о том, что, скорее всего, вы хорошую весть получите о любимом человеке, и именно дорога, в дороге вы начнете и понимать, и ощущать, и сближаться с этим человеком. То есть в дороге у вас, возможно, будет уже налажена какая-то коммуникация с тем человеком, который любит вас и которого любите вы. Поэтому этот ближайший период, коротко о повышении ваших финансовых, карьерных и бизнес-возможностей, но на фоне этого вам важно не потерять ту тонкую нить, которая связывает вас с любимым человеком. Возможно, присутствует мужчина или женщина, о котором стоит подумать, вспомнить, напомнить о себе, поговорить с ним, списаться или, может быть, созвониться. Это обязательно даст вам поддержку в вашем успехе и обязательно не собьет вас с тех линий жизни любви, хороших отношений, налаживания лучших комунікацій і отв'язки від всього негатива. Світла вам та вашому всесвітові, бережіть себе, кохайте себе та всесвіти, які оточують вас, і сміливо рушайте у подорож, яка має назву «Нове життя» під знаком серця. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку і до зустрічі. Па-па.